Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из PROM в OneBox. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о заказах из PROM в другие системы. Например, в OneBox вести учет новых заказов из PROM удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных PROM. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые заказы». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт PROM к системе Apex Drive. Для того, чтобы получить актуальный API-ключ, вам необходимо обратиться в службу поддержки PROM. После того, как вам предоставят API-ключ, скопируйте его, вставьте в текущее поле и нажмите «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Для данной системы дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем OneBox. Теперь необходимо указать действие «Создать заказ». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт OneBox к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать домен, логин и API-пароль. Чтобы получить домен, переходим в личный кабинет OneBox. Скопируйте ваше доменное имя в адресной строке без дополнительных символов. Укажите ваш логин, под которым вы авторизуетесь в OneBox. Для того, чтобы получить API-пароль, возвращаемся в сервис OneBox. Теперь необходимо добавить приложение API. Просто кликаем «Установить». Выбираем OneBox, в котором необходимо установить ваше приложение. Проверяем установку приложения. Далее переходим в приложение «Пользователи и сотрудники». Здесь вам необходим пользователь, у которого есть права администратора. Если REST API пароль здесь не отображается, вам необходимо указать пароль от этого пользователя и кликнуть «Сохранить». После этого REST API пароль появится в этом разделе. Скопируйте его и вставьте соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в OneBox». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку.
На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек и интеграций и удачи!